Реплей, тут это просто кайф. Смотрите на этот мидл, вы думаете, что вы играете против моб-хакера, как это доказать, почему на вас напали или нет, или вот я увидел в глазах кринж, я его всегда узнаю. Всем привет, я Серега, и сегодня я буду вашим проводником в мир реплеев Dota 2. Небольшое предисловие. Система просмотра реплеев Dota 2 — это настоящая эволюция своего времени в мире моба и вообще просмотр реплеев. В Dota 1 все было с этим просто отвратительным. Нужно было на посторонних сайтах скачивать демки. На них ничего нельзя было делать, кроме как вот листать вперед. Очень-очень-очень тяжело было работать. Многие игроки имеют разную философию, начиная даже от того, что они не смотрят реплеи или делают это крайне редко. Кто-то любит наблюдать за глазами определенного игрока, как правило, своей позиции, либо просто игроком, который он им интересен. Пытаются понять, как он двигается, что бы они делали бы на его месте и так далее. Самое, наверное, не веселое, но самое в моем представлении эффективное — это смотреть на саму игру в целом, переключая вижен сторон, отматывая, ставя там паузу, не фокусируясь на определенный player's perspective. Скорее всего, в моем представлении это эффективно, если вы просто хотите развить ваше общее представление о том, как играют команды, что они хотят делать, почему они так делают, как проходят тимфайты. Первый попавшийся реплей, компетитив, команды играют вместе. Вы можете видеть, что, в принципе, даже видно, как команды рисуют, что они хотят делать, их обход, такой профессиональный интерес, кто именно, заколил это движение, или, возможно, один из тех, кто заколил, даже видно цвет, кто это нарисовал. В этом случае это Misery, Tidehunter. В любой момент этот реплей можно остановить, посмотреть, у кого какие были сплы, нейтральные темы, количество разных шмоток увеличивается. И это все переменные, которые довольно-таки сложно уследить даже на самом реплее. Местами какие-то драки нужно перематывать по несколько раз. Я, как, возможно, вы бы догадались, все же стремлюсь просматривать игры тщательно и не упираясь в какой-то player's perspective. Мне не особо интересно, каким образом они это делают. Мне интересно, что они делают. Хотя, в каких-то, безусловно, элементах необходимый player's нажать, понять, почему он это не увидел, или видел ли он это, или нет. Я вот сейчас все затрагиваю компетитив игры, но на самом деле ваши игры из матчмейкинга, они тоже обладают бесценной, так сказать, информацией о вашей личной игре, где вы могли улучшить какие-то элементы и просто в целом какие-то базовые вещи в плане, где вас было видно, где вас было не видно. Это все можно увидеть на реплее, понять, почему на вас напали или нет. Или вот вы думаете, что вы играете против моб-хакера, как это доказать? Разумеется, смотреть реплеи. И по этим реплеям абсолютно всегда можно сделать вывод. Если говорить об игре, все после вот этих вот bounty run всегда сводится к линиям. Линия — один из аспектов игры, который также можно тренировать и на реплеях. Безусловно, вам нужна практика, механическое нажатие, но вы всегда абсолютно должны осознавать, что, почему происходит. Нужно ли банить какие-то пулы, не нужно банить какие-то пулы, нужно ли здесь проблачивать крипов, почему кто-то там пушит линию. Это все можно видеть на реплеях. Период линии, он происходит в каждой игре, это происходит во всех играх. Кто-то с линиями справляется лучше, кто-то хуже, и реплеи также вам могут показать, как стоит играть, и даже бывают плохие примеры, как не стоит играть. То есть одни и те же матчапы могут закончиться по-разному, и это все может вам преподнести вот этот волшебный мир реплеев, который на дистанции даст вам просто какое-то интуитивное ощущение, понимание, какой матчап работает как, при этом вы, возможно, его даже ни разу не играли. Стадия лайнинга, она плавно перетекает в контроле рун. Сейчас, как правило, под вторые минуты особо на руну не ходят суппорты, за редким исключением. Поэтому это обычно типа война мидеров, вот особенно если вы любите играть на позиции мида. Реплей тут это просто кайф. Просто поставили, смотрите на этот мидл, смотрите, как что делает, кто как реагирует, как поступает в тех или иных матчапах, как они пытаются забрать руны. Это все также элемент линии, гейма. Легко усваивается, смотрится по реплеям. Все всегда плавно переходит в early mid game. Это где
герои с линии либо начинают делать какие-то первые ротации на другие линии, если совсем все плохо или наоборот уж слишком хорошо это все позволяет, уходят в лес. В реплеях это все абсолютно всегда можно увидеть, но мой вам совет, не стоит бездумно копировать все вот эти вот элементы, что вы видите. Разберитесь сначала для себя, подумайте, почему он так сделал. И если вы с этим согласны, повторите. Если вы не согласны и не понимаете, но вам так легче, да, можете тоже повторять. Это, вполне достойно учиться и на своих ошибках. Тем более, если это пробуете, делать в своих матчмейкингах. Довольно важный элемент просмотра реплеев в моем представлении. И с такой проблемой вряд ли сталкиваются игроки, которые смотрят игры с перспективы. Это вот Vision. То есть обычно, если вы смотрите с чего-то перспективы, вам видно все. Но если смотреть это все, да, без Тумана войны, возможно, вы будете много удивляться, так почему он не сделал это, да, почему он не пошел сюда, я бы здесь бы точно не умер и так далее, но вы же просто видите в этом случае все. Это не совсем, в моем представлении, да, развивает вашу какую-то доту интуиции. Лишний раз подумать на реплей, да, почему, что и как произошло, это тоже очень-очень-очень важно. Иначе это все превращается в совсем непонятный гринд, и неизвестно, зачем это все происходит. Любой скирмиш происходит, повторяюсь, да, все видно по скиллам, у кого что есть, всегда можно все легко в этом разобраться. Если вы играете на позиции суппорта, да, то тоже реплей вам в помощь. И, если честно, довольно-таки сложно без просмотра реплеев готовиться в плане вижена или вообще, если вы далеки от компетитив сцены, да, понять, почему, что, где ставится. Это вам все приходится все на своей шкуре познавать. Вы на это все потратите гораздо больше времени, чем на то, что вы посмотрите реплей, да, и хотя бы для себя мельком поймете, зачем, почему, как это произошло, было ли это в смоке, или он просто забежал, реагировал ли на это враг. Надеюсь, я потихоньку продал, да, там, просмотр реплеев вам. В моем представлении в профессиональной команде реплеи так или иначе должны смотреть все игроки. Это бесценный источник знаний о том, как играют игроки их других позиций, и в целом уметь анализировать игры просто даст гораздо больше идей человеку, который это умеет делать, и, соответственно, он может привнести это в команде. Коллектив, который умеет сильно работать с реплеями, он действительно быстро и справляется с новой метой, и придумывает какую-то антимету, и в целом развитие оно гораздо быстрее проходит. В нашей команде сейчас мы находимся на буткемпе, и, как правило, мы смотрим каждый третий день реплеи. Это не какое-то там магическое число, там связанное с троицей, просто в целом столько нам времени, скорее всего, нужно, чтобы восстановиться и не уставать от просмотра реплеев. Просмотр реплеев — это, в моем представлении, не 50-15-минутное занятие, это часы, которые переливаются в еще несколько часов, и это утомительно, особенно для игроков, которые меньше времени проводят за реплеями. Просто информация воспринимается гораздо хуже. В моем представлении игроки, которые смотрят реплеи много, они просто в целом, им легко усваивать новую информацию именно с реплеев. Просто это как практика. Чем бы ты ни занимался в жизни, если ты делаешь много, тебе это все удается все лучше и лучше. И реплеи — это также не исключение. Так что стараемся друг друга сильно не утомлять. Какая-то аналитическая работа у нас проходит, примерно вот на буткемпе, сколько мы? Недели 2,5, да? Сколько там? 4-5 раз, 6 раз, не уверен, сколько мы, наверное, собирались за реплеями. В среднем от часу до полутора часов. Может быть, часа 2 там было, 2,5. Так или иначе, когда играют профессиональные команды, можно наблюдать примерно одни и те же паттерны, по которым игроки двигаются, своих позиций, керри-позиций и так далее. Все эти движения, даже местами уникальные, все равно также не скроются от глаз ярого любителя реплеев. Что-то всегда можно для себя подметить. Советовал бы в профессиональных играх больше обращать внимание на график, а именно не на цифру, которую показывает здесь, это не особо важно. А важно отмечать, по какой причине цифра растет.
Очевидно, если герой умирает или убивает кого-то, это все становится понятно, но в играх, где скиллов не происходит, если где-то цифры растут и не замешаны какие-то игровые механики с добычей голды, как алхимик, там, думрингеры или там придумайте себе, что хотите, то это значит, что какая-то команда в целом более эффективно проводит свои минуты с точки зрения к фарма, может быть, они запушивают линии, и крипы умирают аптаур, вражеский герой не получает это золото. Это все так же пища для размышлений, которую вы можете часами, буквально часами доставить паузу, анализировать одну и ту же команду, абсолютно их разные игры, да, и какие они решения принимают. Это прям невероятно сильный ресурс. Проблема лишь, наверное, в том, чтобы за что-то зацепиться, нужна какая-то подсказка. Вы должны увидеть что-то, что будет повторяться из игры в игру, и это вас приведет к какой-нибудь новой мысли, но если вы ставите перед собой определенные задачи, поверьте мне, вы не потратите свое время зря, если у вас есть какие-то планы на соревновательную доту, или вы просто в целом для себя хотите стать лучше, может быть, вы просто хотите уметь анализировать, да, и понимать профессиональную доту лучше. Реплеи вам помогут. Все же стримы не приравниваются к просмотру реплеев в моем представлении. Стрим, даже если это смотрит профессиональный игрок, мне в моем представлении это в первую очередь несет развлекательный характер. Если смотреть это внимательно, безусловно, можно и на стриме увидеть какие-то паттерны, но если увидеть что-то интересное, скорее всего, хороший профессиональный игрок, который смотрит реплей, скачает этот реплей потом самостоятельно, вне стрима, и сам посмотрит для себя какие-то вещи. С вами был Серега, ваш маленький помощник в мире доты. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, этот выпуск, и вы будете чаще смотреть реплеи самостоятельно и извлекать что-то новое для себя. Смотрите другие видео на нашем канале, они тоже очень крутые. Пока! Вот это мне нравится. Я даже ничего менять не буду.